Всем привет! Меня зовут Юлия Гензина, и вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. Если вы впервые на моем канале, то быстро расскажу о том, чем я занимаюсь. Я занимаюсь интерьерным вязанием. Это всякие уютные штуки для дома. Пледы, ковры, подушки, панно, всякое вот такое. Я люблю эксперименты с цветом, с узором, с фактурой полотна. Я не я без многих-многих-многих любителей интерьерного вязания. Мы все вместе общаемся в многочисленных чатах в Telegram и здесь в YouTube, конечно, тоже. Все ссылки на все чаты и все мои каналы вы найдете в описании к этому видео. Кроме того, в углу я повешу где-нибудь вот здесь QR-код, по которому вы сможете перейти на наш основной чат в Telegram, где мы обмениваемся своими процессами, задаем вопросы, хвастаемся и вообще всячески изучаем интерьерное вязание. Я вяжу в основном крючком, поэтому если вы не вяжете крючком, вам будет интересно посмотреть, что же такое мы здесь творим, а если вы вяжете, тем более вам будет интересно и полезно, потому что я стараюсь двигать интерьерное вязание вперед и раскрывать все новые и новые его стороны и тонкости. Итак, про сегодня. Сегодня у нас с вами будет такое трещалово. Мы с вами потрещим и посмотрим на всякие разные примеры интерьерного вязания, а именно мозаичного вязания крючком. И сегодня я хочу остановиться на классическом исполнении. Что такое классическое исполнение какого-нибудь интерьерного предмета декора? Когда мы слышим слово классика, обычно мы говорим о том, что какой-нибудь спокойный цвет выбран или классический узор, но вы уже чувствуете, что все это очень субъективно. Для кого-то спокойный цвет – это голубой, для кого-то спокойный цвет – это только серый, еще его 50 оттенков. Кто-то считает, что классический предмет, неважно, кстати, это может быть и одежда, не только интерьерное что-то, что это обязательно очень сдержанный какой-нибудь рисунок, а лучше вообще без рисунка. Но задача всегда у нас одна – гармонично вписать эту вещь в интерьер, если мы говорим про плед или подушку или ковер или настенное панно. И нам кажется, что гармонично вписать удастся, если совсем-совсем-совсем сделать как будто бы бесцветную вещь. То есть очень-очень оградить себя в выборе цвета и в выборе рисунка. Сегодня я хочу с вами рассмотреть несколько примеров, и мы проследим, какие узоры и какие цвета действительно укладываются в эту вот классическую гармоничную модель. Вы мне скажете, ну, это вам кажется, что это классическая модель, а по мне, так она совсем не классическая. Конечно, в этом самый большой интерес. Безусловно, у каждого из нас свое восприятие. Для этого я это видео и снимаю, чтобы потом с вами в комментариях здесь, а также в чате в Telegram обсудить, согласны вы, не согласны, кажется ли вам, что это более классический вариант или нет. Здесь вот хотелось бы какие-нибудь другие цвета или узоры подобрать. Обсудим. Поэтому формат этого видео я и назвала «Трещалово», потому что это обзорное видео, в котором мы смотрим и обсуждаем. В качестве примеров я выбрала несколько фотографий работ как раз из нашего чата по мозаичному вязанию, который называется «Нескучный плед». Напоминаю, что QR-код в углу висит, вы можете навести камеру своего смартфона и перейти по этому QR-коду в Telegram, в этот чат и посмотреть там миллионы работ, которые уже накопились за 2 с лишним года наших с вами творческих процессов. Либо же ссылку на этот чат вы найдете в описании к этому видео. Итак, давайте приступим, и вы уже увидите рядом со мной фотографию из моей первой книги, которая называется «Нескучный плед». И эту фотографию как раз мне часто показывают, иллюстрируя свой замысел связать что-нибудь классическое, спокойное. Почему? Потому что мы видим, во-первых, цветовую гамму. Она выдержана в очень действительно спокойных тонах. Это я так буду коситься, у меня здесь планшет, на котором, собственно, те же фотографии. Вот, я буду коситься, чтобы понимать, что я комментирую, так что не обращайте внимания. Итак, у нас здесь пара классических цветов, коричневый и молочный, что сразу глаз успокаивает. Кроме того, здесь всего, ну, так, навскидку я вижу 3 узора. Один из них основной, он в центре полотна, легкий объемный узор. И по бокам идет серия очень простых классических ромбов. Такой плед действительно очень легко вписать практически в любой интерьер. Почему еще? Потому что один из 2 цветов очень светлый, молочный. Мы часто с вами обсуждали, что если вы используете молочный цвет как основу, то уже вы получите вещь,
скорее всего, не сильно кричащую, даже если второй цвет будет сильно контрастным. Это плед Юлии, одна из моих подписчиц, вот который, повторю, можно найти эту фотографию в моей первой книге «Нескучный плед». Еще раз подчеркнем, очень простой основной узор в центре, не дающий большого рельефа, то есть это просто классическое, практически связанное крючком полотно, с редкими пересечениями столбиков с накидом, что дает как раз очень такую спокойную фактуру. Ну и цвета. Поехали дальше. Теперь давайте посмотрим вот на эту работу. Работа Айгуль. Я подписываю каждую фотографию. Все эти работы, повторю, выложены в нашем чате «Нескучный плед». Здесь мы видим уже с вами несколько узоров, расположенных полосами. Узоры, опять же, из книги «Нескучный плед». И тут видно, что хотелось попробовать много разных узоров. Я сама такая, у меня много таких полосатых пледов. Мы в каком-нибудь из следующих видео с вами сделаем отдельный обзор именно по пледам, в которых использовано много-много узоров, и посмотрим, как иногда очень удачно удается сочетать эти полосы, даже используя совершенно остаточную пряжу. Почему я отнесла эту работу именно к классическому исполнению? Хотя, казалось бы, здесь очень много разных узоров, и разных не только по своему виду, но и по структуре, потому что, как вы можете заметить, здесь и классическая мозаика, и вафельная. Вот эти вторая и третья полосы, если смотреть снизу, там где ромбы, и вот следующий за ним узор, это вафельная мозаика, она видна, потому что она изобилует очень частыми столбиками с накидом, образуя, собственно, такое вафельное полотно. То есть мы имеем на этих двух полосах полотно вафельное, то есть более фактурное, оно чуть утолщено, а на других полосах классическая мозаика, там, где не так много по сравнению с вафельной столбиков с накидом, и, соответственно, более плоское полотно. То есть и узоры разные, и фактуры у полотна разные, но что поддерживает всю эту красоту? Поддерживает разделительные линии. Если вы обратите внимание, такие темно-синие, довольно широкие полоски, и между ними тонкая белая линия. Это вообще классная находка. Я рекомендую взять вам ее и себе на вооружение. Что делают эти довольно толстые разделительные линии? Они держат все эти узоры в одном. То есть они создают единую фактуру, единое полотно, и от этого глазу приятно смотреть. То есть тут могли бы быть уже какие угодно узоры, но лишь бы в этих цветовых решениях. И с помощью этих разделительных полос все было бы прекрасно. И тут важно, что довольно широкие вот эти темные полосы. Ну, я не знаю, там, например, 3-4 ряда здесь точно есть. Понятно, что вязать эти полосы довольно скучно, потому что рисунка никакого нет. Но видите, какую действительно классную функцию они несут. Они, правда, объединяют все узоры в очень такую приятную гармоничную картину. Ну и, конечно, как завершающий элемент мы видим здесь бордюр. Он и снизу, и сверху очень простой. Это просто квадратики классические бордюрные. Ну, вы знаете, наверное, как я отношусь к бордюрам. Я часто говорю, что стараюсь выбирать для пледов узоры, двигающиеся, какие-нибудь очень интересные или объемные, которые как раз не требуют бордюра. И бордюр им, наоборот, вредит, потому что он ограничивает это движение. Но я знаю, что для многих из вас, знаю это по чату, бордюры играют роль такую завершающую. Они делают плед или любую другую работу завершенной, законченной, лаконичной. И действительно вот это вот обрамление, оно визуально делает работу действительно законченной. Единственное, где я люблю бордюры, это при вязании мозаики из центра, но там они у меня играют, опять же, скорее не заканчивающую, а разделительную роль. Кроме того, бордюр, он действительно завершает. То есть странно, если потом этот плед человек продолжил вязать, а я люблю, как вы знаете, продолжать. То есть я могу связать, например, там 1,5 метра, потом отложить этот плед или уже пользоваться им легко, а потом еще довязать. В этом смысле бордюр, конечно, сыграл бы со мной злую шутку. Но здесь, безусловно, все прекрасно легло. Конечно, подбор цветов всегда молочный, всегда темный, делает нашему глазу очень приятную такую классическую картину. Напомню, что вечный мой совет вам: не берите ярко-белый, берите молочный, такой потертый светлый оттенок, чтобы получить не бьющую в глаза картинку, а такую очень приятную сглаженную. Так, переходим дальше. Ну, давайте теперь рассмотрим вот такой вот пример. Это квадратный плед. Это плед, связанный в нашем бесплатном чате в проекте, который называется
бесконечная мозаичная плитка. Я давно уже хотела реализовать что-то такое с плиткой. То есть мне очень нравятся вот эти вот персидские узоры и многие-многие другие. В разных культурах это, конечно, есть. Когда у вас по периметру располагаются разного размера квадратики со своим узором, со своим цветом, с цветовым решением. И это очень может быть красиво. И я хотела, с одной стороны, решить такую визуальную задачу, а с другой стороны, конструкторскую. Мне хотелось сделать именно схему конструктор. То есть я сделала такой шаблон сначала с пустыми клетками разных размеров, и потом в этих клетках рисовала уже свои узоры. Зачем? Чтобы вы могли потом переставлять легко эти элементы местами и делать миллионы-миллионы разных ваших собственных дизайнов. И, судя по нашему чату, это видно, как по-разному мы с вами работаем и с цветом, и с этими узорами, с размером этих квадратиков. И получается действительно очень-очень много разных примеров. Напомню, что ссылку на этот чат вы также можете найти в описании к этому видео. Но давайте посмотрим, что мы имеем в данном случае. Почему глазу так спокойно смотреть, хотя мы видим здесь на самом деле очень много цветов. Давайте посмотрим, какие. Здесь у нас и молочный, и светло-коричневый, и темно-синий, и такой нежно-голубой. Я, как вы помните, я в книге вот «Вязаный дом» как раз рассказывала, что я к такому нежно-голубому отношусь с опаской, потому что чуть-чуть шаг влево, шаг вправо, и вот он уже совсем такой детский цвет. Но смотрите, как здесь Екатерина поработала с ним. Мы видим, что, во-первых, по отношению к другим цветам его сильно меньше. То есть мы видим всего 3 полоски с этим нежно-голубым цветом, и всегда в пару к нему добавлен темно-синий. То есть не молочный, не коричневый, хотя тоже было бы интересно, а именно темно-синий. Почему? Потому что, например, если бы был нежно-голубой с нежно-молочным, они, во-первых, возможно, не дали бы нужного контраста для мозаичного узора, а во-вторых, слишком было бы это светлое пятно на общем полотне. В данном случае, на мой взгляд, это идеальное было решение, пустить его именно с темным цветом. И посмотрите, из-за того, что таких полос всего 3 по отношению к другим полоскам этого пледа, получается, что это такие цветовые акценты, а в основном общий цвет этого пледа воспринимается как светлый. Такой светло-коричневый, светло-бежевый, возможно, чуть темно-синий. И действительно, в таком решении этот плед очень легко встроить практически в любой интерьер. Ну и кроме того, хочу еще отметить, что квадратная форма пледа, безусловно, часто бывает гораздо более удобна, чем прямоугольная. Это вечная наша с вами история, мы часто обсуждаем это в чатах, что вот прямоугольный плед – это очень удобно, потому что можно застелить им кровать, а вот куда девать квадратный плед? Я использую очень квадратные пледы. Я люблю сидеть, например, на диване с ногами, и тогда можно укрыть себя этим пледом, и нет ничего лишнего, очень удобно. Если связать большой квадратный плед, как вы увидели, наверное, в чате уже или посмотрите потом, то, конечно, он прекрасно застилает прямоугольную кровать, и даже хорошо, что у него боковые вот эти стороны свешиваются. Очень удобно, очень много таких примеров. Многие очень там на даче или где-то любят класть квадратный плед в кресло и на нем сидеть, укрывшись так уголками. Конечно, квадратный плед детям часто вяжут, там и в коляску, и везде. В общем, действительно, это очень удобная форма. Правда, попробуйте. Ну и, конечно, это может быть еще не только пледом, но и квадратным ковром. Давайте теперь посмотрим на перуанскую коллекцию. Это работа Анны. Здесь интерьерная коллекция. Что такое интерьерная коллекция? Это уже набор предметов. Я подошла к этой теме сравнительно недавно, наверное, только в последний год. Идея состоит в том, все-таки, чтобы вязать осознанно, чтобы не просто пускаться в авантюрное рукодельное путешествие с понравившимся цветом пряжи, с самой пряжей и с рисунком, но еще чтобы заранее все-таки продумать, что это будет ли это только плед, или будут еще подушки, или, может быть, еще ковер, как мы с вами делаем вот в новогодней коллекции сейчас. Выбрать действительно ту цветовую гамму, которая подойдет для того пространства, в которое вы вяжете, или если вы не знаете, что это будет за пространство, если вы вяжете в подарок, то возможно выбрать более сдержанные оттенки, которые подойдут любому дому. Выбрать тему узора, сопоставить ее с цветовой гаммой. То есть это действительно уже какой-то взрослый этап для вязания. Что мы имеем в данном случае? Это перуанская коллекция, у нас с вами есть, опять же, чат. Сколько этих чатов уже не сосчитаешь. В общем, есть чат Перу, в котором есть несколько разных схем.
объединенных одной тематикой, но схемы как раз я брала разные, разные по размеру, разные по исполнению, чтобы вы могли их встроить в любую вещь. Что Анна здесь и сделала. Для пледа выбран большой вафельный мотив. В пледе хочется все-таки видеть рисунок четко, видеть его издалека, чтобы он был более объемным. Для подушек же выбран более мелкий вариант того же тематического орнамента, просто в другом немножко исполнении. Обратите внимание, что подушки связаны по кругу. Тоже незаслуженно мы с вами часто забываем про этот способ вязания. Мы полюбили вязать из центра и складывать потом наволочку конвертом, но на самом деле круговое вязание тоже очень удобное. Там единственное, нужно вначале все-таки определиться с размером вот начальной цепочки, и дальше мы вяжем по кругу. Но смотрите, как удачно этот узор лег в подушку и какая гармоничная действительно интерьерная коллекция получилась. Ну, если возвращаться опять же к нашему классическому направлению, которое мы сегодня обсуждаем, почему оно классическое? Ведь здесь цвета довольно яркие. Ну, во-первых, компаньон молочный, который все-таки уже сразу сглаживает немножко яркость основного цвета. Ну и во-вторых, стоит отметить, что здесь не ярко-красный, не агрессивно-красный, а скорее темно-красный, ближе к винному. И, безусловно, эта интерьерная коллекция станет цветовым пятном в доме. То есть если в доме есть много-много разных цветных решений, я не знаю, много ковров или чего-нибудь такого, то, конечно, это будет уже, возможно, немножко сильная цветовая нагрузка. Но если, как на этой фотографии, вот смотрите, здесь белый цвет, белые стены, светлый стол, то есть много светлых оттенков в интерьере, она прекрасно строится и будет радовать глаз и успокаивать, а не раздражать его. Поэтому отличный, на мой взгляд, пример как раз классического исполнения интерьерной коллекции. Вот это очень интересная работа Натальи. Я ее выбрала как раз, чтобы вам продемонстрировать плед, связанный единым рисунком без полос. Очень часто нам хочется связать такой плед, который будет связан, который будет сделан, который будет составлен из небольшого орнамента, повторяющегося, но мы боимся, что нам будет скучно. И в какой-то момент, там, связав 20-30 сантиметров с этим узором, мы делаем отбивку в виде бордюра и пускаем другой узор. На самом деле вещь, которая получается в итоге, если она связана из небольшого повторяющегося орнамента, она настолько, во-первых, идеально впишется в интерьер, а главное, она настолько лаконична и при этом шикарна, особенно если без бордюра, что иногда вот хочется прям насмотреться на такие примеры, чтобы все-таки взять себя в руки и связать такой плед или такую подушку, если вы не хотите сразу замахиваться на большие проекты. Все-таки взять себя в руки, сдержаться, выбрать один орнамент, один рисунок и им связать. Вот в данном случае как раз были выбраны эти ромбы, но здесь Наталья не сдержалась в другом. Ну тут уж я говорю не сдержалась, на самом деле, может быть, Наталья предполагала это сделать. Здесь применена техника ручного градиента. То есть если мы держим себя в руках в смысле узора, то мы можем совершенно не сдерживать себя в смысле цветов. Что такое ручной градиент, мы с вами уже как-то обсуждали. Это когда мы берем сначала одну пару цветов, а потом заменяем в ней один из параметров, то есть один из цветов заменяем на другой, первый остается. То есть первый мы растягиваем, а другую пару заменяем. Потом тот, который мы растягивали, мы заменяем, а один из тех, что у нас были, оставляем. То есть каждый раз на каждые там две полосы таких широких у нас получается один цвет основной, другие два меняются. Здесь, если мы посмотрим, то один цвет всегда неизменен. То есть на всем протяжении пледа у нас всегда молочный цвет основной. Но сначала этот молочный цвет в паре с травяным, потом травяной ушел и заменился на светло-коричневый, молочный при этом остался. Потом светло-коричневый заменился на рыжий, рыжий опять вернулся к светло-коричневому и снова к травяному. То есть здесь Наталья соблюла, во-первых, цвета в том порядке, в котором изначально предполагались они быть. То есть у нас центральная линия идет рыжая, дальше от рыжего идет слева и справа уже светло-коричневый и по бокам травяной. Получается, что оставляя основной цвет, в данном случае молочный, у нас как бы эти молочные ромбы, они немножко воспаряют на полосатом фоне. То есть глазу кажется, как будто фон у нас просто переходит из цвета в цвет, и на нем лежат, буквально парят эти молочные ромбы. Очень интересная идея, если вы еще не пробовали ручной градиент, во-первых, поэкспериментируйте, можно начать, там, не знаю, с двух цветов, ну, в смысле, с фоновых двух цветов чередовать. Здесь их три, да, травяной,
коричневый и рыжий, а можно там, например, сначала начать с двух. Попробуйте, это очень интересно, а потом попробуйте, вот так как я в первый раз объясняла, что можно растягивать каждый цвет только на 2 полосы, а дальше менять. Тоже получается интересно очень. Ну и то, о чем я говорила, в основе один узор. Смотрится шикарно. Поэтому не отказывайте себе в таком удовольствии. Тем более такие классические ромбовые штуки, они всегда в любом доме будут ко двору. Пока мы еще далеко не уехали от бесконечной мозаичной плитки, хочу вам показать еще вот эту работу Марины. Это подушка. В основе ее та же схема с бесконечной мозаичной плиткой. Но посмотрите, как клево. Она сложена конвертом, вот эта наволочка. То есть связан квадрат, сложен конвертом. Рисунок немножко поворачивается вокруг своей оси, поэтому мы с вами, в общем, любим центровую мозаику, чего уж тут говорить. И получается очень круто. И обратите внимание на цвета. Вот опять же, это довольно агрессивное цветовое пятно получается. Но, учитывая данную фотографию, учитывая светлый интерьер, и если там еще нет других цветовых похожих пятен, ну, то есть персидских ковров и таких ярких панно, и каких-нибудь пледов очень ярких, то такая подушка будет смотреться изумительно и очень органично. Хотя, повторю, цвета очень агрессивные. То есть здесь ярко-оранжевый, он не рыжий, ну, по крайней мере, так фотография передает. Это не рыжий, не сглаженный, он ярко-оранжевый. Но этот ярко-оранжевый тут же приглушен коричневым, довольно темным причем. Тут же здесь есть и молочный с темным цветом, которые тоже понижают яркость этого оранжевого. Получается, что контраст есть, довольно сильный, но глазу спокойно в целом. Очень интересное решение. Многие из вас боятся сталкиваться, вообще боятся экспериментировать с яркими цветами. Но вот я хотела вам как раз показать такой пример. Действительно, можно просто его повторить. То есть просто взять такие же цвета и сделать себе такую прекрасную подушку. Сейчас я вам покажу, как она с изнаночной стороны смотрится. И вот так вот она выглядит с изнаночной стороны. Вообще классно. Каждый раз, когда вижу такие подушки, каждый раз хочется все бросить и навязать их побольше. Но, как вы можете увидеть у меня за спиной, подушки, конечно, бесконечно растут в моем хозяйстве. Так, двигаемся дальше. Вот, кстати, пример, ну, опять быстро про мозаичную плитку. Вот пример квадрата, который стал покрывалом на прямоугольную кровать. Вот о чем я говорила, когда свешиваются полы с одной стороны и с другой, чтобы вся эта картина получилась очень завершенной. И обратите внимание тоже на цветовую гамму, как здорово. Фактически у нас двойной контраст здесь, да, и внутри каждой плитки, и еще контрастные проложенные плитки одного цвета по отношению к цветам в другом ряду. В общем, очень классно. Это опять же готовая цветовая схема, которую можно просто взять и повторить. А вот пример ковра. Это небольшой ковер-дорожка. Мы сейчас с вами изучаем этот узор. Это я переложила классический узор для вышивки на мозаику. Он довольно объемный. Это вафельное мозаичное вязание крючком, поэтому, конечно, его хорошо бы перекладывать на пледы и ковры. Пледы многие сейчас вяжут в этом чате и в других из тонкой пряжи. Особенно мы с вами увлеклись пряжей с переходом цветов. Этому мы посвятим еще отдельное видео. Я думаю, там много есть на что посмотреть. В частности, вот Ализе, который амбре, батик, ангора. В общем, там набор слов. Но по факту это очень красивые мотки с очень красивыми переходами. Нить тонкая, и как раз в таких объемных больших рисунках она играет лучше всего. Но это вы можете посмотреть по ссылке в описании. Вы найдете этот чат, посмотреть там работы. В данном случае я просто хотела вам показать еще один вариант вязания интерьерного. Это вот ковер. В данном случае ковер-дорожка. На таких небольших полотнах очень легко учиться. Потому что, как правило, для ковра-дорожки вот я беру хлопковый шнур, он потолще. Да, вязать немножко непривычно, если вы из такой толстой пряжи и толстым крючком не вязали раньше, то надо будет привыкнуть. Но зато вяжется очень быстро, и можно какие-то узоры несложные потренировать. Вот как и здесь. И чем хорош именно этот узор, что он очень гармонично смотрится и по горизонтали, и по вертикали. Что конкретно в этом примере меня привлекло? Конечно, цветовая гамма. Опять же, хотела вам показать на яркость цветов. Они здесь не яркие. Всегда говорю, что выбирайте лучше сглаженные оттенки. Вместо ярко-красного темно-бордовый, вместо ярко-оранжевого
приглажено. Рыжий вместо ярко-зеленого лучше взять бутылочный или травяной. Так и здесь вместо ярко-красного, хотя нам сразу представляются древнерусские рубахи, которые красными нитками вышивали на белом фоне. Здесь как раз, учитывая, где будет лежать этот предмет декора, логично было выбрать действительно вот такой очень сглаженный, я бы даже не сказала, что это винный, но такой что-то между винным и фиолетовым цветом вместе с молочным дал очень классическую картину. Ну и плюс, учитывая рисунок, мы соблюли приверженность нашим культурным традициям и получили такую очень лаконичную и гармонично вписанную в интерьер вещь. Конечно, мы по этой фотографии не видим, что там вокруг еще, но учитывая пол, учитывая мебель, прекрасно этот коврик вписался. Продолжая тему ковров, давайте посмотрим еще вот на работу Ольги. Опять же, классика, как она есть. И выбор цветов, коричневый и молочный, и выбор узора, очень щадящая геометрия. Тут единственное, что не мелкий узор, то есть здесь довольно крупные фигуры, лаконичная простая геометрия, в основе и ромбы, и зигзаги, но просто из-за того, что это вафельная мозаика и ромбы большие, все-таки это довольно крупный рисунок. То есть классические мозаичные ромбы были бы здесь, возможно, более привычны глазу. Но даже в таком исполнении это все равно очень легко вписываемая в интерьер вещица интерьерная. Ну и к ней мы видим еще связаны подушки с таким классическим зимним рисунком. Вариант такой подушки, вот он, например, у меня тоже есть видео на канале в YouTube, можете посмотреть, там прям мы со схемой все вяжем. Отличная история. И, кстати, обратите внимание на цветовое решение. У нас здесь виден молочный комод, коричневый диван, соответственно, молочный и коричневый в ковре отлично смотрятся. При этом у подушек выбран серый и молочный. Но все вместе смотрится очень хорошо. Три цвета, которые отлично сочетаются между собой. И в общей картинке мы получаем очень приятную глазу интерьерную коллекцию, между прочим. Вот, кстати, дальше, чтобы уже не отходить далеко от того узора, который мы смотрели вот некоторое время назад, это то же самое вышивка в мозаике, та самая пряжа, о которой я вам говорила, с цветовыми переходами. Это один из примеров, который вызвал просто шквал комментариев, все были в восторге. Тот случай, когда мы действительно используем всего два мотка, одного цвета и второго, но за счет переходов в одном мотке цветовых оттенков и в другом они встречаются, узор буквально переливается цветами, начинает парить над общим фоном. В общем, это действительно двойной эксперимент и с узором, и с цветом. Повторю, мы отдельно остановимся специально на этой пряже в одном из следующих видео. Ну а пока вот полюбуйтесь, какая красота получается. И это тонкая пряжа. Так, дальше переходим к такой вот розовой красоте, но розовая она не потому, что это розовый цвет, розового цвета здесь нет, потому что это роза. И это проект, который называется «Роза в квадрате», тоже бесплатный чат, ссылку вы найдете в описании. Почему я его отношу к классической коллекции? Потому что, конечно, выбор цветов соответствующий. Ну, тут, может быть, камера некорректно немножко передает, то есть мы не можем сказать, это действительно черный с молочным или, может быть, это темно-коричневый с молочным, но в любом случае это очень, очень сдержанная палитра цветов. И она, безусловно, дает акцент, потому что цвета контрастные, прекрасный рисунок, но при этом не настолько перетягивает на себя внимание в этой комнате, чтобы глазу было тяжело смотреть. Это центровая мозаика, хотя так совершенно не кажется. Идея моя была в том, действительно, чтобы связать несимметричный рисунок из центра. Почему мы с вами любим вязать из центра? Потому что из центра не нужно обрывать нить, и можно вязать бесконечно долго, но там есть свои нюансы. Когда вы выходите на какой-то действительно внушительный уже размер, то у вас получается в одном ряду, там, я не знаю, 1000 петель, и, конечно, это уже психологически тяжело вязать. Я не помню точно размер этого пледа конкретно, по-моему, 1,6 на 1,6. В любом случае в чате этот плед я выкладывала, и можно будет посмотреть. Конечно, такой орнамент можно связать по прямой с обрывом нити, и будет тоже очень красиво. Но я просто хотела вам показать, как сюжетная линия, все-таки это уже сюжетная картина. Это не геометрия, не повторяющиеся элементы, это действительно картина. Она могла служить, кстати, и панно прекрасным на стену, настенным ковром. Как она может удачно встроиться в интерьер.
не имея, кстати, никаких других элементов коллекции, да, то есть эта интерьерная коллекция состоит только из этого ковра или только из этого пледа. Хотя можно и из более мелких вариантов этого рисунка связать, например, подушку. Вот еще один вариант, когда человек, вот Наталья, взяла себя в руки, ну, может быть, и я утрирую, может быть, действительно Наталья изначально это хотела сделать, и связала прекрасный, чудесный плед, используя один повторяющийся небольшой геометрический узор. Это тоже ромбы. В данном случае использована совсем сглаженная цветовая палитра, то есть тут буквально у нас светло-молочный, ну, судя по фото, он похож на верблюжий с молочным цветом. Я всегда рекомендую вам быть аккуратными с такими парами цветов, даже если в магазине на полке вам эти цвета кажутся контрастными, в пряже, уже в смысле в полотне, они могут не дать достаточного контраста именно для мозаичного вязания. В данном случае, мне кажется, Наталья прошла прям по границе. То есть еще чуть-чуть верблюжий был бы чуть светлее, возможно, рисунок был бы уже не так виден. Но здесь прям все отлично случилось, очень красиво все это смотрится. Он, конечно, максимально классический, традиционный, насколько это может быть. Именно с такими, пледами обычно делают фотографии с чашечкой кофе. Вот это вот все с утра, когда девушка красивая с высунутой ножкой сидит на кровати, вот укутавшись в такой плед. Прекрасная работа, очень классно, но особенно, видите, там такой подносик стоит. Очень все красиво. Особенно обращаю ваше внимание, может быть, это сразу незаметно, на бахрому. Вот здесь вот бахрома, она не просто висит, она закручена. Мы с вами как-то изучали уже этот вопрос, крутили бахрому. По мне, так это ну, какая-то просто нечеловеческое усилие нужно предпринять, чтобы закрутить эту бахрому, особенно учитывая, сколько рядов в таком пледе может быть. Ну, например, 300 таких вот штучек надо закрутить попарно. Вот. Но многим очень нравится, многие ловят от этого тоже какой-то релакс и медитацию. С кем-то мы переписывались в чате, и мне сказали, что ну ничего, я вечером села и за 3 часа все вот так вот скрутила. Но действительно, смотрите, это к вопросу о законченности. То есть можно просто бахрому подровнять, а можно действительно вот так скрутить, и получается очень красивый законченный вид у изделия. Безусловно, этот плед стал бы украшением для любого пространства. Вот еще вариант той же розы, которую мы с вами недавно обсуждали. Это тонкая пряжа, работа Марины. Можно посмотреть в чате размеры. Я, честно говоря, не помню. Большой действительно плед. Во-первых, Марине удалось достичь эффекта паспорту, то, что я называю. То есть, когда в багетной мастерской там вы оформляете вышивку там или что-то, вам иногда делают паспорту, чтобы вот обеспечить вот этот объем внутренний. И здесь этого удалось добиться благодаря цвету, ну, конечно, схеме, из-за того, что внутри ромб в квадрате. И из-за того, что Марина не стала на вот эти уголки около ромба класть рисунок. И получилось, что ромб на черном фоне, и дальше уже пошел второй рисунок. Это очень классно. Это, может быть, вязать было немножко скучновато в этих местах, ну, потому что все время там эти столбики и столбики чередующиеся. Но посмотрите, какой результат. Именно поэтому я хотела вам показать эту работу. Ну и плюс, конечно, опять же, выбор цветов. Темный-темный, сглаженно-молочный. Возможно, это чуть пудровый, ну, мы всегда делаем скидку на камеру, на передачу, но я думаю, что Марина там в чате подробно об этом написала. Очень кропотливая, практически ювелирная работа, но очень качественная, очень красивая. Еще один вариант классического исполнения. Здесь, конечно, прежде всего мы смотрим на цветовую гамму. Очень часто я рекомендую тем, кто хочет использовать много узоров, пожалуйста, но придерживайтесь единой цветовой гаммы. То есть если вы выбираете чего-то много, то чего-то другого нужно ограничить. То есть если у нас много узоров, давайте тогда ограничимся 2 цветами. И наоборот, если у нас много цветов, давайте ограничимся одним узором, чтобы не перегружать наше произведение, будущее искусство. Вот смотрите, в данном случае у нас 2 основных оттенка, коричневый и молочный, и дальше у нас несколько узоров. Вру, тут помимо коричневого и молочного есть еще оттенок, который используется вот на этих вот крайних полосках. Видите, где зигзаг? Здесь у нас темно-коричневый и светло-коричневый. Вот, хорошо, 3 тут цвета, но они очень близки. Это то, что мы знаем по кругу цветовому, такие родственные цвета. И опять же соблюдена симметрия. То есть у нас в основе, в центре одна широкая полоса с одним довольно мелким повторяющимся геометрическим узором. Слева и справа от него одинаковые бордюры. Да, вот греческие бордюры идут.
потом идет пошире полоса бордюрная с этими зигзагами, и потом опять тот же самый греческий бордюр. И обратите внимание на разделительные полосы, которые идут по краям и которые отделяют греческий бордюр от центральной полоски. Можно было бы полениться их не делать, но сделав их, мы глазу даем возможность отделить один узор от другого даже больше, чем это делает бордюр. Очень классная работа, и действительно такой плед очень легко вписать в интерьер. Эту фотографию, признаюсь, я хотела вам показать не только потому, что, конечно, она тоже подходит под классическое исполнение, и не только для того, чтобы рассмотреть с вами узоры и цвета, а из-за этого кота. Здесь все прекрасно, или кошки, не знаю. Посмотрите на цвет кошки, посмотрите на эту прекрасную занавеску, на зелень за окном. Это тот случай, когда настроение фотографии передалось на отлично. Но если немножко абстрагироваться от атмосферы этой прекрасной картины, то опять же, что мы здесь видим? Мы видим здесь две пары цветов, мы видим здесь хоть и узоры разные, но разделенные бордюром. Бордюр поддерживает. Я, правда, не вижу по фотографии, это бордюр одинаковый везде или разный. Старайтесь использовать одинаковый бордюр в таких случаях, когда у вас много полосок с разными узорами, потому что в таком случае он как раз будет играть роль вот этой вот поддержки. Но Светлане прям большой респект за настроение, которое ей удалось нам передать этой фотографией. Хотела еще показать вам работу Сауле. В данном случае это опять же интерьерная коллекция. Интерьерная коллекция состоит из набора подушек, небольшого ковра и пледа. Что здесь интересно и почему я хотела вам показать? Ну, во-первых, почему это классика? Потому что, опять же, использованы очень спокойные цвета в основе молочный. Молочный, ну и, опять же, не знаю, как камера передала, допустим, это бутылочный цвет, да, какой-то зеленоватый, может быть, аквамарин, что-нибудь такое. Во-первых, здесь мы видим небольшую игру в пледе с этими цветами, похоже на ручной градиент, если правильно передача цвета. То есть вот то, что мы с вами обсуждали некоторое время назад, сначала одна пара, потом в этой паре цвет немножко заменился, и потом он вернулся. Из-за этого мы видим в пледе эффект такой потертости немножко, очень красиво. В подушках мы видим мозаичную инверсию, мы с вами ее изучали уже не единожды в разных курсах, в разных чатах. Что такое мозаичная инверсия? Это когда пары цветов у вас меняются. Вы можете заметить, что на одной подушке белая, вот этот вот центральный элемент белого цвета на зеленом фоне, а на другой подушке он зеленый на белом фоне. Это очень классно в подушках, когда, например, вы одну сторону делаете с одной парой цветов, а на другой стороне их меняете местами, или как здесь у Сауле сделано. То есть вы кладете эти подушки, они у вас просто разные, то есть одна будет такого цвета, другая другого. Помните, что мозаичную версию можно сотворить и в прямом полотне. Я недавно вам в чат выкладывала схему, чтобы вы попробовали, когда у вас один элемент в прямом полотне действительно меняет порядок цветов в парах. Ну и тот же самый орнамент мы видим в ковре. Всего лишь тут два этих орнамента, и посмотрите, какой прекрасный ковер-дорожка получился. Обращаю ваше внимание, что и ковер, и плед, вот сделанный из этих квадратных мотивов, это ни в коем случае не сшито ничего, и то это прямое полотно абсолютно. В основе его узор цветочной геометрии. У нас с вами огромный чат на 5 с лишним тысяч человек. Спасибо вам большое. Мы уже, по-моему, года 2 не можем успокоиться, бесконечно вяжем эту цветочную геометрию. В чате вы найдете схемы самые разные с основным вот этим элементом, там и с бордюрами, без бордюров, и так повернутый, и так. И его, кстати, можно вязать прямой инверсии. Там тоже эту схему вы найдете, когда меняется порядок цветов. Отличный вариант. Посмотрите, как прекрасно смотрится в интерьере. И этот плед, вот что я обычно делаю, можно всегда довязать до нужных размеров. То есть просто еще одну, например, такую полоску из элементов связать, если вдруг зачем-то это нужно. Отличная работа. Еще немножко про подушки. Ну, здесь опять же кошка играет свою роль, но не только. Хотела вам показать. Это узор называется «Цветок из центра». Тоже есть чат, приходите туда. Мы вяжем и из центра, и по прямой, то есть и пледы, и ковры, и все, что хотим, но еще и подушки, вот как это сделала Татьяна. Посмотрите, как прекрасно этот узор лег при повороте из центра. Ну и почему это классика? По той же самой причине. Узор спокойный, хоть и уже сюжетный, то есть это не просто мелкие какие-то геометрические фигурки, а все-таки это уже такая цветочная штука, похожа на калейдоскоп советский, вот эти вот, которые крутили. И, конечно, выбор цветов.
очень сглаженный, очень спокойный, молочный и коричневый. Возможно, опять же, вот у правой подушки есть какой-то переход цвета, возможно, этот коричневый был меланжевым, то есть немножко сначала светлее, потом темнее к краям. Ну, если это не свет так падает, но тоже так вот красиво можно делать. Но, повторю, про такую сложную многоцветную пряжу мы с вами еще поговорим в одном из ближайших видео. Еще вариант классического исполнения хотела вам показать. Это снежинки. Это наш новогодний проект, второй, который мы уже в прошлом году начали вязать. В этом году тоже можно продолжать. Почему я хотела показать? Во-первых, это центровая мозаика, то есть связана из центра. Окажется, что связана прямыми рядами. Во-вторых, здесь, конечно, новогодняя тема диктует нам свои правила. То есть все-таки хотим мы того или нет, но если хочется создать праздничное новогоднее настроение, рождественское настроение, то это выбираются обычно цвета либо красный, бордовый с молочным, либо синий и его оттенки, опять же, с молочным. Но здесь как раз вот красный с молочным, возможно, был бы чуть кричащим, и я выбрала именно этот вариант, потому что в данном случае очень легко вписать именно такую пару цветов в интерьер. То есть здесь не ярко-синий, опять же, обратите внимание, не ярко-синий, не голубой, а темно-синий с молочным. Посмотрите, как, несмотря на сюжетную линию, как здорово смотрится эта вещь. Обратите внимание. И в завершении, потому что очень много, конечно, мне что есть еще вам показать, но повторю, что вы все это можете увидеть уже в чате. Хотела вам показать вот такой вот прекрасный плед. Это, опять же, пример вязания одним орнаментом, довольно небольшим. Ну, как здорово он ложится в большое полотно. Тут и геометрия, и цветочки, и плавность линий, и маленький, смотрите, бордюр. Я бы обошлась даже и без него, но здесь классно. И он отделен несколькими рядами молочного цвета, то есть он чуть-чуть отстоит от основного полотна. Очень классный плед получился. Я бы к нему связала еще там пару подушек этим же узором или, возможно, другим. Может быть, поменяла бы чуть-чуть цветовую гамму. Может быть, для подушек я взяла бы тот же узор, но, допустим, вместо коричневого взяла бы какой-нибудь темно-темно-рыжий и с молочным связала бы этим узором подушки. Получилось бы вообще отлично. Но вот вам пример, как здорово можно связать всего лишь одним орнаментом. Кстати, хочу вам сказать, что на моем сайте есть подборка схем, топ-10 моих самых любимых базовых схем для вязания мозаичного крючком, который можно использовать везде. То есть не обязательно пускаться в какие-то сложные авантюры, а возможно взять вот такие вот 10 базовых схем, там и ромбы, и всякие, вот такой в том числе узор тоже есть. Они уже проверено, они могут встроиться в любой интерьер и отлично ложатся и в пледе, и в ковре, и в подушке, и по горизонтали, и по вертикали, и как вам захочется. Поэтому, повторю, на сайте есть эти схемы. Ну что, друзья, время у нас, возможно, немножко ограничено. Мы бы с вами могли еще долго-долго рассматривать. И я думаю, что мы не раз еще с вами встретимся в таком формате трещалова и посмотрим еще новые и новые работы ваши. Хочу вас поблагодарить за то, что вы продолжаете вязать, за то, что вы выкладываете в чаты свои работы, которые мы потом можем смотреть. Продолжайте это делать. Всем очень интересно. Ну и напоминаю, что по QR-коду вы можете перейти в наш основной чат по мозаичному вязанию, который называется «Нескучный плед». Все ссылки на все чаты, которые я упоминала сегодня, вы найдете в описании к этому видео. Ну и главное мое пожелание – вяжите, пожалуйста. Найдите эти полчаса в день для того, чтобы посвятить это время себе. А потом приходите в чат и посвятите это время нам, чтобы рассказать о том, что у вас получилось. Выкладывайте смело фотографии процессов, не ждите, пока вы довяжете до конца. Всем интересно, как у вас сейчас все это проходит. Ну и я тоже, конечно, буду делиться своими процессами, и ждите уже скоро новые обзорные видео. Всего вам прекрасного, всего вам хорошего, приятного вязания и будьте здоровы. Пока-пока.